Всем привет, с вами Илья. Сегодня у нас на обзоре кофемашина Мелита. Это автоматическая кофемашина, довольно-таки хорошая. Вот, и она у нас не работает. И сегодня мы разберемся, почему не работает эта кофемашина. И отремонтируем ее. Найдем причину, устраним, соответственно, проговорим эту поломочку. В принципе, все. Поехали. Вот она, кофемашина. Включил я ее в сеть. Друзья, сразу что нужно сделать. Сейчас я налью сразу воды в резервуар и засыплю кофе. Кофе засыплю сюда. И мы сразу ее включим, посмотрим, что с ней. У нас здесь есть включение, такая кнопочка. И вот она у нас включилась. Сразу пошел у нас нагревание воды. Сразу при включении. И идет процесс нагрева. Промывка системы сразу идет у нас после нагрева. Слышно, как заработала помпа. Так, старт системы. Я поставлю на всякий случай кружечку. Так, друзья, вода у нас так и не полилась, то есть промывка не получилась, и опять у нас горит старт системы. Как я понимаю, что в систему именно не подается, не нагнетается определенное какое-то давление. Из-за этого она постоянно включает на старт системы. Она у нас просто выключилась, без всякой промывки. Друзья, сейчас мы будем разбирать, смотреть, что с этой кофемашиной не так. Друзья, в прошлом видео был вопрос, какая стиральная машинка. Друзья, вот она у нас. Друзья, это Indesit VDS 1045TX. Вот он, этот Indesit. Он у нас с сушкой. И самым первым у нас был Джонни Уолкер. Вот, друг, твой комментарий. Напиши, куда тебе отправить вот эту замечательную. Вот такой вот замечательный держатель для маленьких компонентов. Все, дорога все тебе оплачена, тебе только ее получить. Напиши мне на электронку свой адрес, куда тебе ее отправить. То есть давайте быстренько проговорим, что у нас случилось. У нас, да, она включилась, да, она нагрела воду, потому что прогрев у нас прошел. И, соответственно, у нас не произошло нагнетание воды, соответственно, не произошло промывки всей системы перед тем, как включается, у нее идет автоматически. А значит, у нас, я могу предположить, что проблема какая-то или закупорка внутренних фильтров. Сейчас мы будем смотреть, может быть с помпой, может быть с обратным клапаном, еще что-то. Мы сейчас вот эту проблему, в принципе, просмотрим. Ну, в целом, в принципе, слышно, как включается помпа, и должно происходить, по крайней мере, нагнетание, но его нету. Мы сейчас ее разберем, посмотрим, что с ней не так. Разбираем. Если говорить о преимуществе данной кофемашины, почему очень довольно-таки удобно. И здесь, скажем, обслуживание от данного аппарата может быть, в принципе, происходить не обязательно, надо быть суперклиентом специалистом, потому что с правой стороны есть такая специальная стеночка, она легко довольно-таки выходит, очень легко, и весь варочный узел, вот он у нас находится, вот здесь он легко у нас вынимается, скажем так, если проблема какая-то происходит именно с ним, он у нас легко выходит, то есть у нас есть кнопочка и ручка, нажимаем его вправо, и варочный узел весь, друзья, у нас выходит довольно-таки легко, вот он. Такие варочные узлы не продаются в наличии, они ставятся на Bosch, Siemens и Melita, и, по-моему, еще на парочку каких-то кофемашин, сейчас я уже не упомню, ну, что это именно вот эта система, именно бошевская, симоновская, это 100%, потому что я их именно встречал уже, вот такие вот системы, и, соответственно, ставится также все просто, ставится до такого небольшого щелчка, потом ставится ручка, и вот он зафиксирован у нас этот варочный блок. Вот. И, соответственно, также легко у нас закрывается. Сразу, в принципе, что мы первым сделаем, мы сразу вытащим вот этот поддончик, поставим его потому что также вытаскиваем мы резервуар с водой, сразу снимаем и ставим его в сторону, чтобы он нам не помешался.
разворачиваем задней частью кофемашины. Сейчас мы снимаем заднюю крышечку. Для этого нам понадобится звездочка Т10, и мы непосредственно разбираем заднюю стеночку. Все болтики складывают в верхнюю крышечку, которая закрывает резервуар с водой. То есть она легко снимается, она вот снимает вот с таких вот направляющих, здесь видно. И я в нее буду складывать все такие мелкие вещи. Дальше у нас нужно снять вот эту крышку, она у нас идет на небольших, скажем, защелочках. И очень аккуратненько в проем чем-нибудь остреньким засовываем и отходит. Вот она у нас легко отходит. Сразу ставим ее, убираем куда-то в сторону. В эту сторону. Потому что вся часть совсем с помпой находится именно у нас вот здесь. Даже электронный модуль можно увидеть, что находится вот с этой. То есть нам нужно непосредственно снимать вот эту сторону. Так, дальше вот эта сторона, она снимается, в принципе, довольно легко. Здесь все, друзья, у нас на защелках. Вверх она чуть-чуть видно, что она у нас открывается. И у нас здесь есть 3 защелочки, такие невидимые. Есть небольшие, скажем, углубления, на которые нужно нажимать, и чтобы у нас панелька вышла. То есть вверх у нас поднимается, раскрепляется защелки, и она у нас выходит на небольших салазочках именно назад. Сейчас я вам это все покажу. Так, у нас вот здесь вот видно, что есть небольшое такое углубление, это и есть защелочка, на нее нужно надавливать. Вот. И вот здесь вот с этой стороны, то есть их 3 стороны, 1, 2 и с этой стороны. То есть вот мы надавливаем, вот она у нас вышла. Дальше вот здесь вот она вышла. И 3-я сторона, то же самое с противоположной стороны. Вот. И вот у нас, скажем, верхняя крышечка полностью открепилась. Далее вот эта сама крышечка должна смещаться сюда. То есть вот здесь вот тоже есть небольшие защелочки, мы их тоже сейчас открепим. Вот здесь вот, которые соединяют переднюю панельку. Она подается на себя и непосредственно выходит. Вот она полностью панель вышла. Вот она у нас полностью вышла, но у нас непосредственно здесь держит сам нижний шланг, который идет. Вот он, вот этот шланчик. Вот, видно, да? То есть мы его вытаскиваем из этого корпуса. Он у нас ставится без всяких хомутов, то есть он вытаскивается у нас легко. Далее у нас здесь есть вот это непосредственно датчик, который видит уровень воды. Он у нас идет через шлейф. Вот здесь вот легко отсоединяется. Мы его отсоединяем. И непосредственно мы еще отсоединяем кнопку включения. Она у нас тоже идет на трех проводах. Вот он шлейф у нас идет в электронный модуль. Вот сюда вот мы его тоже отсоединяем. И все, вот эта панелька боковая у нас полностью отошла. Сейчас мы ее ставим в сторону, чтобы она нам не помешала. Именно наливная система у нас состоит из резервуара, который поступает в флоу-метр. Это устройство, которое считывает именно прохождение воды до помпы. Вот она. Потом дальше переходник, шланг, и вот она сама у нас помпа. Помпа у нас на 65 ватт, довольно-таки такая мощная. Создает она давление в 15-16 бар. Вот. Дальше у нас поступает сразу в нагревательную камеру, то есть шланг, переходник и непосредственно в именно нагревательную камеру. Оттуда уже, скажем, идет распределение через обратный клапан и до самого варочного вот этого устройства, в котором непосредственно происходит заваривание самого кофе. У нас, соответственно, не работает помпа, я предполагаю, потому что у нас здесь как таковых фильтров входных нету. Вот, потому что именно непосредственно вот в этой модели входной фильтр у нас устроен в непосредственно, вот он, такой входной фильтр. Вот он у нас должен стоять в самом резервуаре, где наливается вода. Он вот сюда вот вкручивается, вот сюда. Вот. Снимаем помпу. У нас сверху стоит такой фиксатор специально для проводов. Мы его снимаем. Вот, дальше мы видим, что у нас стоит такой
термодатчик. Вот, он при перегреве, скажем, он размыкает вот это напряжение, которое подается непосредственно к самой помпе. То есть, как происходит, если по каким-то причинам у нас идет перегрев вот этих обмоток, у нас этот термодатчик просто он размыкает цепь, и, соответственно, пока помпа не остынет, он у нас не, скажем, не включится. Вот устройство довольно-таки простенькое, вот этого термодатчика. Мы его снимаем, вот он у нас, да, вытаскиваем и непосредственно вытаскиваем саму помпу. То есть до самой помпы у нас не стоит никаких хомутов, потому что давление здесь небольшое. Вот, и для этого вам не нужны определенные какие-то хомуты или крепления. Все давление создается уже на выходе помпы, вот здесь вот, и, соответственно, уже на выходе у нас есть специальные такие вот крепления, фиксаторы, именно прочные, чтобы именно при создании определенного давления, чтобы они не вылетали. Инженеры продумали очень интересную систему, именно эта система крепления через фиксаторы, через вот такие. Вот, то есть фиксатор заходит в штуцер, и там у нас есть такая небольшая, сейчас покажу вам, маленькая прокладочка. Вот, вытаскиваем. Вот. Я надеюсь, вам все видно. То есть, сразу повторюсь, помпа у нас стоит, она вибрационно идет, и она стоит на специальных вот таких вот резиновых таких вот креплениях. Вот, чтобы вот вибрация при работе, скажем, не передавалась вибрация на всю кофемашину. Вот там у нас стоит, акцентрирую ваше внимание, специальная прокладочка. Вот она. Их бывает периодически теряю, то есть сразу вытаскиваем их, вот. Сразу вытаскиваем и не теряем ее. Да, вот у нас помпа. Довольно-таки 60 Вт, довольно-таки мощная она. Она у нас шумит, соответственно, у нас обмотка нормальная. Давайте она у нас электромагнитная идет, вибрационная, то есть все состоит из обмоток и внутреннего штока. Вот, соответственно, здесь у нас на выходе у обмотки стоит диодный мост, вот здесь вот, и, соответственно, у нас прозвон вот этой помпы идет не просто там сопротивление обмоток, а непосредственно как диод прозванивает, видно, да? То есть в одну сторону прозванивается на 640, а в другую он не прозванивается, друзья. Вот. Далее, что могу сказать, то есть бывают какие-то механические повреждения у этих помп различные внутренние, бывает какая-то внутренняя выработка, скажем, она может и работать, просто нужное количество, скажем, давления она не держит. Также может быть проблема во внутреннем штоке, вот здесь у нас идет клапан, он состоит из пружинки, штока и шарика. Соответственно, он, когда нагнетает давление, она пропускает только в одну сторону, соответственно, чтобы не шло обратно, то есть здесь стоит вот этот клапан. Можно, конечно, его разобрать, посмотреть. Вот. Если, конечно, есть желание у вас, напишите мне, я его разберу, посмотрю именно вот этот помпа, что с ней не так. Вот, потому что я знаю, что для многих вот эти разборы, вот этих каких-то элементов, там насосов, клапанов, еще чего-то вызывает прямо отрицательную прямо реакцию. Вот что сейчас сделаю, чтобы непосредственно видео было поменьше. Я сейчас поменяю вот эту помпу на другую. Вот, и непосредственно мы посмотрим, заработает ли у нас кофемашина, чтобы исключить. Да, можно подключить напряжение 220, то есть поставить воды, посмотреть, как она работает. Я думаю, что вполне возможно, что она сейчас у нас и будет качать нормально, но нагнетать нужное давление она, может быть, и не будет. То есть смысл сейчас ставить, это все проверять. Я думаю, что вполне возможно, что здесь какое-то механическое повреждение. Еще раз объясню, если кому-то есть желание, пишите комментарии, я специально вам запилю вот этот обзор именно по этим помпам, разберу ее и посмотрю, что с ней не так. А сейчас я повторюсь, что я просто ее поменяю. Вот она, такая же помпа, 1 в 1. Вот. Ну, единственное, что здесь она помощнее, 65 Вт, а у нас здесь 60 было, да. Да. Друзья, сейчас я вот этот штуцер откручу. Там тоже у нас идет прокладочка. Вот. Прокладочки здесь нету, мы отсюда поставим вот сюда, и вот этот переходник мы поставим на вот эту помпу. Вот, все, я сейчас поставлю, и мы с вами будем устанавливать ее в кофемашину.
Друзья, пока все искал, чуть не потерял вот этот резинка. Блин, они просто убегают сами по себе. Будьте очень осторожны, именно не потеряйте ее, потому что это очень важно. Это важная резиночка. Она не будет держать, если вы ее не поставите. То есть все, мы ставим ее и устанавливаем. И очень важный момент, подключайте ее так же, как она была подключена обязательно, иначе работать она не будет, потому что объясняю, что здесь стоит обратный диод. То есть управление включает ее в определенной последовательности. Подключайте так же, как отключали. Дальше ставим защиту, вот эту вот верхняя пластмасса. Вот. И теперь я собираю непосредственно сам корпус, и мы сейчас будем смотреть, как она у нас будет работать. Вставляю поддон, сразу же вставляю поддон, чтобы проверить, и вставляю резервуар с водой. Вот, прежде чем, скажем так, чтобы ее полностью собрать, я все-таки ее проверяю, вот, чтобы потом не разбирать нам это все повторно. На всякий случай поставлю. Происходит нагрев воды. У нас сразу потекла вода, друзья, видно, да? То есть при старте системы у нас непосредственно сразу заливает воду. Это уже хорошо. Идет сразу промывка. Так, все, у нас загорелось, что можно выбрать кофе. Сейчас я солью вот эту грязную воду, и мы с вами зальем кофе, потому что кофе у меня здесь засыпано уже в самой резервуар. Сейчас мы попробуем его приготовить. Нальем мы обычное кофе. Отлично. Отлично. Все у нас работает. Заливает прекрасный кофе. Друзья, замечательный кофе, очень довольно-таки крепкий. Вот, все, сейчас я всегда после всех этих ремонтов оставляю кофемашину и гоняю ее там на разных режимах, посмотрю, как она у нас работать будет. Друзья, в принципе, все. Кому интересно, пишите по разбору, я разберу. Мы, в принципе, проговорим про вот эту помпу, если, конечно, вам это интересно будет, именно разбор вот этих всех элементов. Если наберем очень много, скажем так, комментариев, то, соответственно, я вам запилю этот обзорчик по разбору этой помпы. У нас будет следующая вот эта кофемашина наша, которую сегодня ремонтирую. Нужно угадать две последние цифры серийного номера. Друзья, кто угадает, соответственно, я отправлю. Друзья, я отправлю такой замечательный держатель. Вот. Тот, кто будет первым и правильно. Нельзя изменять комментарий. Написали, оставили. Все, в принципе, все. Конкурс очень простой. Две последние цифры серийного номера вот этой кофемашины. В принципе, все. До сегодня. Удачи. Всем пока-пока.